Я надеюсь, что мои художественные навыки мне помогут в восстановлении камеры параллельно полу. Только бы она не упала. Всем привет, это Полина, и я наконец-то выкладываю свое первое видео на YouTube. Ура! Вообще, это не первое видео на YouTube. Я создавала уже канал, точнее, он у меня еще есть. Можете на него зайти и посмотреть 2 видео, как мы с моими друзьями разрисовываем стены на мехмате в нашем университете. Было круто. И в этом видео я расскажу вам, что я здесь делаю, о чем будет мой канал на YouTube. И обязательно подпишитесь, будет еще очень много новых видео. А пока что поехали! На самом деле сложно представлять себя, кто ты. У меня сейчас есть какая-то аналогия. Когда изучаешь иностранный язык, то обычно в начале, когда новая какая-то группа создается, просят рассказать о себе, сделать самопрезентацию, и это всегда так сложно, потому что как все уместить в один абзац. Но здесь я попытаюсь более-менее детально рассказать о себе, чтобы вы имели точное представление, кто я, чем занимаюсь и так далее. Короче, я сейчас наконец-то приехала в Париж. Что я сейчас делаю? Я сижу на карантине, буквально сижу, потому что выходить нельзя на улицу, но есть исключения. Каждый день можно выходить с 10 до 12 часов по какой-то экстренной причине, но на деле, мне кажется, никто и не будет проверять, по экстренной причине вы вышли или нет. Мне еще ни разу не приезжали полицейские, не проверяли, что я сижу дома, потому что если они приедут, то они могут списать штраф 1000 евро, и это очень много. Я вообще родилась в Новосибирске, училась там в школе, в художественной школе, потом я училась в университете и, собственно, продолжаю это делать. А как я вам это расскажу? Кстати, напишите, пожалуйста, в комментариях, из какого вы города, потому что интересно вообще, кто смотрит мое первое видео, это так волнительно. А теперь про учебу. Я приехала в Париж по программе двойных дипломов. В принципе, это соглашение, которое может быть заключено между любым французским вузом и российским вузом. Вот, например, в моем Новосибирском государственном университете, в котором я училась на механико-математическом факультете, закончила бакалавриат и продолжила свое обучение на магистратуре, и на данный момент как раз сейчас взяла академ-отпуск, чтобы приехать сюда. Так вот, между Новосибирским государственным университетом и моей школой во Франции НСТ Пари был заключен договор. Почему я называю школа, а не университет? Потому что во Франции такая система образования, что высшая школа гораздо круче, чем обычный университет, и после высших школ, по сути, студентов берут на расхват на работу. Улетай! Я видео снимаю. Очень важно. Уходи, уходи. Я приехала учиться сюда, в Пализо, и живу сейчас в кампусе. Этот кампус объединяет в себе несколько школ, в том числе моя школа, НСТ Пари, Эколь Политехник, самая крутая здесь, и еще несколько других, которые объединены в общий альянс, который называется Институт Политехник де Пари. Соответственно, по программе двойных дипломов я получу и диплом НГУ, и диплом НСТ Пари. Если вам интересна информация про подачу во французский вуз, про поступление и вообще всю эту тягомотину с документами, то, пожалуйста, оставляйте комментарии. И если их будет много, я обязательно запишу видео, как я поступила в эту школу, что я проходила, какие были испытания и какой пакет документов нужно подготовить. Кстати, посмотрите, кого я взяла с собой. Я назвала его Штормик. Не скажу почему, это чистый символизм. Но были прикольные варианты, типа Пупсиня и Стёпы. На данный момент я закончила языковые курсы французского, которые были предоставлены любезно моей школой. Там я познакомилась уже с ребятами, которые будут со мной учиться, но не совсем в моей группе, но на потоке точно. Вообще здесь 3 направления, это информатика, математика и механика. Я поступила на математику, так как я с механико-математического факультета. В общем, мне нравится изучать математику и механику, но, с другой стороны, я считаю себя творческой личностью, потому что я
рисую, когда представляется возможность, и я не могу заниматься только математикой без рисования или только рисованием без математики. У меня вот такая биполярочка получилась. В общем, что будет в этом влоге? Я буду рассказывать о своих выходных, проведенных в Париже, покажу вам город, покажу, как я учусь, как я живу в общежитии, моя рутина. Кстати, скоро выйдет рум-тур. Буду выпускать видео каждый вторник, так что следите за каналом и обязательно подписывайтесь. Также я очень хочу съездить и путешествовать по разным городам Франции. Особенно я очень-очень хочу в Нормандию. Там Этрета, и это место просто, мне кажется, мое будет место силы. Я там ни разу не была, но я уже чувствую, что это будет разрыв, потому что мой любимый художник — это Клод Моне, это импрессионист, он француз, и его дом находится в Живерне, насколько я знаю, это вот в Нормандии, и я не знаю, в общем, если вы когда-нибудь будете во Франции, мне кажется, нужно обязательно туда съездить. Ну а мы со Штормиком вас обнимаем, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии, о чем было бы интересно вам посмотреть на моем канале. Ну а так, до скорого, увидимся!